Когда судно попадает в бурные волны, оно теряет большую часть своего груза. Несколько месяцев спустя пара полицейских водолазов вышли в море и подняли потерянный груз. Заглянув внутрь, они не смогли сдержать криков ужаса. Жизнь на борту HMS Freightwater была ужасной. Несмотря на недели спокойного плавания, погода испортилась довольно быстро, пока судно скользило по водам в течение последних нескольких дней. Прогнозируемое ясное небо быстро прояснялось, а ветер, дувший выше домов, ударял в судно, заставляя его раскачиваться из стороны в сторону. Никому не нужно было ничего говорить, но это было очевидно. Они были в большой, очень большой беде. «Если мы что-нибудь не предпримем, корабль пойдет ко дну», сказала Мария Томпсон, лейтенант. «Что мы можем сделать? Нас никто не предупреждал об этом проклятом шторме». Арчи Мюррей, ее капитан, ответил, его лицо было напряжено, когда он уставился на показания на приборной панели. «Вперед!» Мария почувствовала симпатию к своему капитану. Это было худшее положение, в котором можно было оказаться. От него зависели жизни всех на борту корабля. Он принял все меры предосторожности перед тем, как корабль отправился в путь, но из-за плохой погоды им пришлось туго. Они накренились, когда корабль в очередной раз ударило волнами. Собравшись с духом, Мария сделала глубокий вдох и выпалила то, что нужно было сказать. «Нам нужно освободить груз». Как она и ожидала, Арчи повернулся к ней с белым от страха лицом. «Ты в своем уме? В своем уме!» — прокричал он, перекрывая рев океана. «Мы не можем потерять этот груз. Ты знаешь, сколько он стоит?» «Они стоят наших жизней?» — возразила Мария. На ее лице был написан страх, когда она встала перед своим капитаном. Арчи уставился на нее. На его лице была написана нерешительность. В глубине души он понимал, что она права. Корабль опасно покачивался на волнах. Он провел в море достаточно времени, чтобы понимать, что им грозит неминуемая опасность опрокинуться. С другой стороны, он знал, что в грузе были ценные вещи, за охрану которых ему щедро заплатили. Прежде чем он успел принять решение, на причале раздался крик одного из моряков. Арчи и Мария обменялись обеспокоенными и паническими взглядами и выбежали наружу. Они прибыли как раз вовремя, чтобы увидеть, что шторм принял решение за них. Когда волны обрушились на судно, часть груза унесло с собой. Все они беспомощно наблюдали, как большинство контейнеров упало в море. Команда обратилась к Арчи за указаниями. Глядя в лица людей, которых он поклялся защищать, Арчи внезапно понял, что должен сделать. Вернуть груз было практически невозможно, и он не собирался рисковать жизнями своих подчиненных ради крупной суммы денег. С каменным лицом он отдал приказ. «Двигайтесь в безопасное место». По его словам, члены экипажа забрались на корабль, чтобы оказаться в безопасности. Пытаться управлять кораблем было бесполезно. Все, что они могли сделать, это бросить якоря, приготовиться к худшему и надеяться на лучшее. Все они затаились и ждали, пока шторм пройдет. Когда самый сильный шторм миновал, Арчи направил потрепанный корабль в ближайшую гавань. На следующий день в новостях появилось сообщение о том, как члены команды спаслись от безжалостного моря. Несмотря на то, что никто не погиб, в социальных сетях появилось несколько видеозаписей этого ужасного происшествия, рассказывающих об опасном путешествии моряков. Как раз в тот момент, когда Арчи подумал, что все кончено, проблема возникла с другой стороны. Через несколько недель после этого ужасного инцидента несколько членов экипажа начали получать сообщения с угрозами. Среди них распространился слух, что один из контейнеров, который был потерян в море, принадлежал влиятельному человеку, которому нужно было достать свой груз из воды. Слухи распространились от членов экипажа, которые задавались вопросом, что же может быть настолько важным, что приводит к таким угрожающим сообщениям.
Ходят слухи, что владелец груза поверил, что Арчи и члены его команды спрятали контейнер и солгали о том, что он перевернулся в море. Слух дошел до Марии и Арчи, которые не могли не чувствовать себя виноватыми. Как и остальные члены экипажа, Мария и Арчи также задавались вопросом, что могло быть спрятано в грузе. Хотя они были отстранены от расследования, эти домыслы бросили тень на их репутацию. Вместо того, чтобы надеяться, что из этой угрозы ничего не выйдет, как насчет того, чтобы пойти и выяснить, что находится внутри контейнеров? Предложила Мария. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Арчи. На его лице были написаны замешательство и беспокойство. «Я опытный дайвер. Хотя я и не профессионал, я все же достаточно хорош, чтобы погружаться под воду. Я также знаю, что Билл, один из членов нашей команды, тоже опытный дайвер. Мы можем отвести корабль к последнему месту и поискать контейнеры. Возможно, если мы сможем определить их местонахождение, сообщения с угрозами прекратятся», — сказала Мария. Арчи сделал паузу и задумался. В предложении Марии было много смысла. Он знал, что это лучший способ предотвратить эскалацию угрозы. Неохотно кивнув, он согласился с планом, но при условии, что они будут молчать о своих намерениях. Он отказался говорить кому-либо хоть слово, пока они не будут уверены, что план сработает. Последнее, что ему было нужно, это добавить еще больше домыслов, которые окружали этот инцидент. С его разрешения Мария рассказала Биллу об экспедиции, и он с готовностью согласился. Разработав план, троица начала готовиться к погружению. Вскоре они поняли, что это будет самое сложное погружение, которое они когда-либо предпринимали. Несмотря на то, что они хорошо ориентировались в воде, Мария и Билл не были экспертами, поскольку занимались дайвингом просто ради развлечения. Марии нравилось ощущение воды, и она посвятила свои исследования местам кораблекрушений. С другой стороны, Билл часто исследовал подводные пещеры недалеко от побережья. Изучив план, они поняли, что столкнулись с серьезной проблемой. У них было приблизительное представление о том, где они находились, когда груз соскользнул с корабля в воду, но вскоре они обнаружили, что груз не просто погрузился на дно океана. Вместо этого мощная волна смыла тяжелый контейнер. В течение нескольких недель Арчи изучал карты, пытаясь определить, куда исчез груз. После, казалось, бесконечных поисков он, наконец, нашел ответ. Воздух. Груз упал глубоко в океан и далеко от берега. Контейнеры оказались на дне океана глубже, чем предполагалось изначально. Подготовка к исследованию заняла несколько месяцев, поскольку возникли новые проблемы. По его настоянию Арчи решил оплатить расходы по исследованию. Он чувствовал себя виноватым, несмотря на заверение Марии, что он ничего не мог сделать. Команда решила ничего не оставлять на волю случая. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, они решили привлечь к работе еще 3 членов экипажа. Вместе они арендовали 2 лодки и лучшее оборудование, которое могли себе позволить. Мария отметила, что помимо снаряжения для дайвинга им понадобятся камеры, мониторы и освещение, чтобы снимать все, что они найдут внизу, в качестве улик. После нескольких недель подготовки наконец наступил день погружения. 2 лодки понеслись по гладким водам к отмеченному месту. Они воспользовались сканерами и обнаружили контейнеры именно там, где и ожидали. Все были более чем готовы погрузиться в воду и начать поиски контейнера, но что-то их задержало. Когда Билл и Мария готовились к погружению, Финн, один из новых членов команды, издал негромкий тревожный звук. Встревоженные они все бросились к монитору, чтобы посмотреть, что вызвало беспокойство. Финн с озадаченным видом указал на толпу животных, окруживших контейнер. «Что во имя всего святого это такое?» — вслух удивился Билл. «Электрические угри», — сознанием дела ответил Арчи, не отрывая взгляда от экрана. Он с любопытством наблюдал, как существа передвигаются по контейнеру. Вполне вероятно, что они просто наткнулись на груз в своих странствиях и остановились, чтобы взглянуть.
Я думаю, нам следует подождать, пока они уйдут, прежде чем мы начнем действовать», — закончил Арчи. «Я и не знал, что электрические угри передвигаются группами», — сказал Финн с оттенком восхищения, когда они наблюдали, как угри бродят вокруг контейнеров. Ничто не стоило риска получить удар током от угрей. Было лучше подождать, пока любопытные животные уйдут, прежде чем отправляться на глубину. Через несколько минут последний из угрей отправился дальше, и дайверы получили от Финна разрешение на погружение. Установив все свое снаряжение, Мария и Билл вошли в воду и направились к контейнеру. Мария вздрогнула, как только вошла в воду. Вода была ледяной, намного холоднее, чем она привыкла. Она повернулась к Биллу и тоже увидела удивление на его лице. Перепад температуры оказался сильнее, чем они предполагали, и он просачивался сквозь их дорогую экипировку. Тем не менее, они отказались сдаваться. Вместо этого они нырнули глубже в воду, пытаясь найти контейнер, куда он упал. Мария и Билл на ходу осматривали воду, передавая свои наблюдения на лодке, которые фиксировали каждый их шаг. После, казалось, бесконечного ныряния они, наконец, заметили контейнеры. Билл и Мария дали друг другу 5 и нырнули прямо к грузу. Первая группа контейнеров была надежно закреплена и заперта. Мария быстро осмотрела контейнеры и решила захватить с собой инструменты, необходимые для взлома замков, во время их следующего визита. Если повезет, они смогут вытащить содержимое на поверхность. Во время проверки один контейнер привлек внимание Марии. В нем было больше защитных элементов, чем в других контейнерах. Помимо стандартных замков, которые были у всех контейнеров, этот конкретный контейнер был также оснащен цепями, обмотанными вокруг ручек. Мария с озадаченным видом указала на него Биллу. Заинтересовавшись, Билл и Мария решили вскрыть контейнер, чтобы выяснить, что же было так надежно защищено. Они подумали, что это должно быть контейнер, принадлежавший человеку, который угрожал. Цепи были прочнее, чем казались на первый взгляд, и 2 водолазам потребовалось время, чтобы их разорвать. Они были особенно осторожны, потому что не хотели повредить находившийся внутри товар. Наконец, они преодолели барьер, но прежде чем успели открыть двери, услышали настойчивый голос Арчи, требовавший, чтобы они поднимались обратно на поверхность. Мария сразу поняла, почему. В их кислородном баллоне было мало кислорода. Если бы они оставались в воде еще немного, у них закончился бы воздух. Мария и Билл немедленно поплыли обратно к своим лодкам. Когда они собрались, Арчи сказал, что, возможно, открывать баллон — не самая лучшая идея. Поскольку мы знаем, где это, мы можем просто сообщить владельцам. «Но мы должны посмотреть, что внутри», — воскликнул Билл. Его любопытство достигло апогея. «Я просто не думаю, что это хорошая идея», — настаивал Арчи. «Я согласна с Биллом», — тихо сказала Мария, не сводя глаз с Арчи. «Нам всем угрожали из-за этого контейнера. Я думаю, что было бы неплохо узнать, почему он так ценен для них». Арчи огляделся и увидел любопытство на лицах остальных. Он знал, что находится в меньшинстве, и поддался интересу своих товарищей по команде. Все вместе они разработали план нападения. Билл и Мария нырнули обратно с надувным оборудованием, которое поможет им вытащить предметы из контейнера на поверхность. На этот раз они оказались быстрее, вовремя добрались до двери контейнера и открыли ее. Пара ныряльщиков посветила фонариком в контейнер. Их волнение было ярче света фонарика. Контейнер был заполнен несколькими ящиками, которые были сложены как попало, как будто их встряхивали при погружении на дно океана. На каждом ящике был нанесен какой-то символ, но это не был логотип транспортной компании. Мария и Билл озадаченно переглянулись. Вместе они открыли верхний ящик и заглянули внутрь. То, что они увидели, потрясло их до глубины души. Луч фонарика Марии упал на золото, аккуратно разложенное в ящике. Мария и Билл слышали над водой вздохи своих товарищей по команде. Вместо восторга, который был бы их первой реакцией, все они почувствовали ужас. Они понимали, что это значит. Люди, перевозившие такое количество золота, не остановятся ни перед чем,
чтобы вернуть свою добычу. Поскольку они обнаружили это, их жизни также были в серьезной опасности. «Убирайтесь оттуда сейчас же! Прикройте все это и убирайтесь оттуда!» Настойчивый голос Арчи отчетливо звучал в их ушах. Когда они начали подчиняться, Мария заметила в углу ящика свернутый тюбик. Поколебавшись, она подняла тюбик и выплыла на поверхность вместе с Биллом. Отель. Никто ничего не сказал, пока они возвращались в отель, чтобы собраться с силами. После нескольких часов молчания Финн наконец произнес хриплым голосом: «Что нам теперь делать?» «Мы идем в полицию. Мы осторожно позвоним в береговую охрану и полицию и все им объясним». Билл ответил решительным голосом, хотя его лицо было белым от страха. «Поверят ли они нам?» — спросил Финн, на лице которого все еще читалось сомнение. «Что ж, у нас есть видео, и я сняла это», — сказала Мария. В сухом прохладном гостиничном номере она достала тубус и открыла его. Внутри тубуса было несколько свернутых водонепроницаемых карт. Они осторожно разложили карты одну за другой и обнаружили, что они помечены. Мария поразилась тому, на что наткнулась. Координаты, ведущие к определенным точкам в мире. Ее сердце учащенно забилось, когда она узнала некоторые названия: Варшава, Флоренция и Париж. «Это карты сокровищ с подробным описанием того, откуда было взято золото», — сказала Мария, и в ее голосе прозвучало удивление. «Забудь о полиции. Теперь мы должны позвонить в Интерпол», — тихо спросил Арчи. Когда все пришли к единому мнению, Арчи связался со своим другом из береговой охраны и все объяснил. Он подчеркнул необходимость осмотрительности, рассказав своему другу об угрозах, которые получили члены экипажа. Понимая, что осторожность превыше всего, специальный агент подключился к поискам людей из необходимых агентств. Масштабность их расследования потребовала создания совместной оперативной группы из нескольких агентств, которая была сформирована быстро. В состав объединенной оперативной группы входили несколько опытных дайверов, киберспециалистов и оперативников разведки. Вооруженная информацией, которую обнаружили Арчи и его команда, оперативная группа работала быстро, чтобы поднять затонувший груз на поверхность как можно тише. Арчи и его команда были в шоке, когда оперативная группа узнавала все больше и больше подробностей о грузе. В процессе поиска они обнаружили, что в контейнере было больше секретов, чем на картах, которые указывали на украденную добычу. На дне был спрятан флеш-накопитель. На диске хранилась информация, которая повергла в шок даже опытных агентов. Флешка была зашифрована, и на то были веские причины. После того, как киберэксперты провели первый этап расшифровки, они обнаружили, что на флешке было больше информации, чем было известно всем службам безопасности. На ней содержалась информация о группе, которой принадлежит золото. Кроме того, на флешке также содержалась информация о местонахождении артефактов нескольких поколений, которые были украдены из музеев. Киберэксперты вскоре обнаружили, что золотая добыча была связана с одним из самых известных синдикатов в мире. Эта могущественная группировка находилась в поле зрения Интерпола в течение многих лет. Когда власти вплотную занялись ими, синдикат решил перевести свое самое ценное имущество таким образом, чтобы правительство ничего не заподозрило. Благодаря информации, найденной в контейнере, службы безопасности обнаружили, что влияние синдиката было даже более обширным, чем они думали, и его щупальца простирались на несколько континентов. Обладая новыми знаниями, службы безопасности смогли взломать синдикат, выявив их всех одного за другим в связи с затонувшим грузом и другими связанными с этим преступлениями. Некоторые члены синдиката были задержаны в переулках китайского квартала, в то время как другие были задержаны в особняках Франции. Беспрецедентные скоординированные аресты привлекли внимание средств массовой информации, которые внимательно следили за этой историей. Только шокирующее известие о Atlantic Star и его пропавшем грузе потрясло весь мир.
По мере того, как все больше и больше подробностей о затонувшем судне появлялось в новостях, Арчи и его команду хвалили за их самоотверженность в поисках затонувшего груза. Их также отмечали за добросовестное обращение к властям с заявлением об украденной добыче. Мария и Билла превозносили как современного героя, который нырнул в глубины океана, чтобы раскрыть один из древнейших секретов, когда-либо известных миру. Их роли сыграли ключевую роль в том, чтобы поставить древний синдикат на колени. Вскоре начался судебный процесс, и это ознаменовало конец темного правления синдиката. Ее лидеры, которые когда-то управляли миром из-за кулис, предстали перед судом в полном объеме. Мир ликовал, когда музеи по всему миру вернули свои украденные произведения искусства. Символы культурного наследия были по праву восстановлены и возвращены на свои места. Какая вдохновляющая история! К сожалению, такие специальные поставки не так уж редки, но, по крайней мере, в этом случае справедливость восторжествовала. Вы бы сделали тот же выбор, что и Мария, или сразу бы выбрали золото? Напишите нам об этом в комментариях.